Назначение медицины, диагностика, лечение и профилактика заболеваний, сохранение и укрепление здоровья человека, продление жизни, а также облегчение страданий от физических и психических недугов. К сожалению, некоторых врачей иначе как вредителями назвать нельзя. И непонятно, от чего так происходит, то ли недоучился, то ли не хотел учиться, но часто после посещения больницы люди уходят нездоровыми, а наоборот. Врачи – это та профессия, от представителей которой требуется максимальная внимательность и сконцентрированность вместе с любовью к своему занятию. Но врачи, с которым столкнулась героиня нашей истории, совсем не такие, какими должны быть, а то, что произошло, не поддается внятному объяснению. Юлия была на 9-м месяце беременности и с нетерпением ждала рождения своего второго ребенка-мальчика, которого счастливые родители уже решили назвать Димой. Когда пришло время, Юлия, как опытная мама, начала рожать самостоятельно, однако из-за неправильного положения плода врачи решили провести кесарево сечение. Тогда еще никто не знал, что эта операция послужит началом ужасной истории. Дима рос как на дрожжах, не переставая радовать родителей своим богатырским здоровьем. Однако его маме со временем было все хуже. Несмотря на то, что с момента родов прошло 2 недели, живот Юлии и не думал уменьшаться, а даже наоборот становился все больше. Списывая резкую боль при движениях на последствия операции, девушка все же спустя некоторое время поняла, что необходимо обратиться к врачу. Однако медики только разводили руками, не находя никаких патологий и отклонений. Тем временем Юлии становилось все хуже и хуже, и она уже стала всерьез опасаться за свою жизнь. И так, спустя 24 дня после родов боль стала невыносимой, а у девушки началась лихорадка. Вызванная в очередной раз скорая увезла девушку в военно-медицинскую академию, в которой доктора оказались все-таки профессиональными и, главное, внимательными. Потому что после УЗИ в животе Юлии было обнаружено огромное скопление жидкости и непонятное инородное тело. Спустя 5 часов после начала операции пораженные медсестры схватились за камеры, потому что такого никто из них еще не видел. Из живота девушки было откачано более 2 литров гноя и извлечена пеленка. Когда после наркоза Юлии рассказали об этом и показали фотографию, несложно представить, в каком шоке она пребывала. Ведь из-за вопиющей халатности врачей, делавших ей кесарево сечение, 2 детей чуть не остались без матери. И хотя такую ситуацию сложно принять, Юлия старается перенести все со спокойным сердцем и говорит, что собирается решить все мирным путем. Сейчас она и ее семья ожидают денежной компенсации от учреждения, в котором проходили ее вторые роды. Самое главное, говорит девушка, это то, что она жива и находится рядом с детьми и мужем. Наверное, немногие из нас смогли бы простить врачей, допустивших такое. Язык даже не поворачивается назвать это ошибкой, ведь можно не заметить небольшой тампон или салфетку, но целую пеленку. Просто в голове не укладывается. К сожалению, такие случаи нередки в последнее время, но все же большинство врачей относятся к своей работе максимально серьезно и собрано. Будем надеяться, что с нами и нашими близкими никогда не случится подобного. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.